Добрый день. Очень рада находиться в этом здании. Для меня большая честь. Really, hello. It's nice to be here. It's really a privilege for me to be here in these premises. И делиться с вами темой, которая меня очень интересует. Это новый театр, экспериментальный театр, новые формы, нестандартный театр. And to share with you the focal point of my interest, non-standard experimental theater. Немного обо мне. Я художник, сценограф, занимаюсь новыми текстами, именно какими-то нестандартными формами театра, на грани уже с наукой и с другими формами вообще творчества. Now my background and the field of my occupation, I am painter, artist, and I deal with the new theater, new standards on the eve of correlating between text and some other images and some other tools of depiction. Первая тема – это театр не сценической коробки, и вообще посмотрим, какие возможны векторы развития в этом направлении. So the first topic is the above mentioned. Here is the title, and let's see and consider what are the ways and techniques of the further development. Чуть истории, как мы знаем, уже с конца 16 века, 18 и далее, в моду входит тип итальянской коробки. И первое здание, которое было построено, это проект театра Олимпика Андреа Палладио в городе итальянском Виченце. So since 16th, 17th century, the new fashion appears and sets up a sort of standard of theaters, Italian fashion, Palazzo? Palladio, Andrea Palladio, and it was set up first in Vicenza, in Italy. И далее на протяжении веков менялась инженерия, менялись постановки, музыкальный материал, но эта форма театра и иерархия зрительного зала оставалась на протяжении веков. Throughout centuries, music, staging, everything had been modified, but this way, this technique, the prevalence of the audience and the stage in that very form, which we see here, just had been left intact. Что же происходит сейчас? Первое направление, которое хотелось бы вам рассказать, это site-specific. What takes place now? The first trend is site-specific. И пионерами в этой области можно назвать театр Шант, это британская театральная компания. Who are pioneers in this field? The British theatre company Shant. Которые вышли из театральной коробки и начали производить свои спектакли в различных локациях в среде, в городской среде. They were first who left the so-called theatre box and their stage in various urban whereabouts. Особенностью этих постановок является то, что, во-первых, у нас нет иерархии зрительного зала, зритель не привязан к своему лицу. So what the distinguished element of the staging? We have no hierarchy of the audience and the spectators hold their honored, interconnected and tightly close to the scene and the traditional just displacing. И продакшн таких спектаклей отличается тем, что компания занимает какой-либо, например, заброшенный лофт, живет там действительно много месяцев и обживает его настолько, что мы, попадая в пространство спектакля, просто не видим швов, не видим, попадаем в совершенно другую реальность. Also they take to this way, they select a sort of derelict somewhere and they live there for a pretty durable time limit, thus having there ourselves, we really feel ourselves at home and we cannot see any deficiencies and some gaps. По сути, это опыт, сравнимый с попаданием в кинокадр. It's the same as, for instance, we are shot by the cinema camera. И самым, наверное, ошеломляющим для зрительского опыта является отсутствие дистанции между тобой, как зрителем, и актером. Наличие дистанции. Наличие, отсутствие дистанции. Отсутствие. And the most dazzling is the actual absence of distance between you and the actors, between spectator and actors.
Как режиссер вы можете придумать мизансцену, когда зритель сидит, например, в машине и на пассажирском сидении, а за водительским сиденьем сидит актриса и играет спектакль, какую-то часть спектакля только для него. For instance, you can imagine that you, being spectator, you are in the automobile car on the back bench, and in front of you at the helm, the controlling of a car, if the controlling, the actress is in charge and she plays just only for you a certain piece. Следующая компания, которая продолжила эти эксперименты, это известнейший Punch Drunk. The next company which continued this trend is Punch Drunk. И их арт-директор Феликс Барретт, он ввел термин вообще иммерсивного театра. And their director, Francis Barrett, he invented the term of the inventive theatre. За последние 18 лет Punch Drunk делали гигантское количество шоу в Лондоне и не только за границей. During the last 18 years, Punch Drunk, it carried out numerous shows not only in England but also abroad. И, конечно, они пошли дальше именно в достоверности, документальности этого существования внутри спектакля. And they went forward, they took forward, especially they came very closer to the newsreels. И зритель каждый раз собирает свой собственный спектакль, потому что вы вправе выбирать себе маршрут, дистанцию, кадрировать какое-то изображение, да, вы можете на самом деле касаться артистов, слушать их совсем близко. And spectators have a sort of discretionary power even to touch actors, to select their own play and to be actually within the heart of all performance. И остается такой момент свободный благодаря тому, что они часто используют маски или какую-то другую идентификацию. They frequently use this mask as some other tools of identification, and this creates a feeling of freedom. И, конечно, роль сценографа в постановке такого рода, она более детальна. The role of scenographist in such kind of plays, it's very detailed and very significant. И это совершенно другой подход, да, мы как раз видим пространство 360 градусов. It's pretty different approach. We really see the space of 360 centigrades. У нас нет возможности использовать бутафорию, потому что зритель сразу это все считает. We have no opportunity to use dummies, for instance. И, конечно, как зрительский опыт, тут можно говорить о том, что театр становится популярным. And proceeding from the spectator's experience, we may say that theatre becomes popular. Потому что понятно, что тут уже мы работаем на грани с игрой, на грани с квестом. We here are on the eve of quest, on the eve of playing, a sort of gaming. И из-за того, что Punch Drunk работает очень долго, именно живет, да, в своих пространствах, конечно же, возникает такое количество деталей, что часто зрители ходят по несколько раз, чтобы проследить разные линии, артистические, сюжетные. And as far as Punch Drunk has pretty many years standing experience, there are a lot of details, and therefore spectators pay visit a lot of times to these plays in order to catch all these details. И в целом, конечно, тенденция, когда все больше полномочий получает зритель, когда можно говорить о зрительской ответственности в плане восприятия, здесь она в полной мере проявляется. And if we may speak about the plenipotentiaries and responsibilities of spectator, here in such kind of play they have a lot of. Именно потому, что зритель, да, должен работать и складывать свою историю. Because he, spectator, he must think permanently and set up his own story. Это другой проект. It's different project. Но он построен на тех же принципах. But it's set up on the similar principles. Здесь, конечно, больше условного языка, да, здесь менее кинодокументального. Here we have less newsreels and more tentative language. Но опять же, все принципы site-specific театра, они остаются. But the main principles of such kind of theater, they are intact and they stayed here.
Вообще существуют сейчас такие термины, как site-specific и променад-театр, и они часто очень близки. Какой? Променад? Променад. Променад. Променад, прогулка. So today we have such trends as sky theater and promenade theater. Часто они пересекаются, и если мы говорим о променаде, мы просто имеем в виду, да, что зритель у нас имеет возможность перемещаться. And they frequently cross each other, and when and if we speak about promenade, it means that spectators can move around. Здесь есть два основных решения. Это когда мы предоставляем свободу перемещения зрителям. Here we have two main decisions, two solutions. The first one, when we give carte blanche to our spectators to move around. И второе, это все-таки управляемое перемещение зрителя, да, когда есть проводники или проводник, которые навигируют зрителя по пространству. And the second one is that very situation when the spectators, they have their guides or guide, and this guide leads them throughout this space. Если же говорить о site-specific театре, if we speak about site-specific, то исходной точкой сценографического решения является именно место. The engendering point of the theater is place. Мой любимый пример это спектакль Махабхарата Сатоши Мияги. This is well-known epic Mahabharata, Indian one. Изначально эта постановка была в Японии, премьера в Японии происходила. The first night took place in Japan. Но я видела этот спектакль в Авиньоне, на Авиньонском фестивале во Франции. But our distinguished lecturer, she saw this in Avignon, in southern France. И режиссер выбрал фантастическое место для адаптации этого спектакля и показа. And director really, he selected a fantastic place in order to adapt the whole play. Это карьер Бульбон, как мы видим, это гигантский карьер Бульбон. It's a career Bourbon. Гигантские отвесные скалы. It's giant tilted rocks. И вот так выглядела, да, постановка именно в Японии и в гастролях по европейским городам. So this is this play staged by Japanese throughout their tours in Japan and in Europe. А для Франции был изготовлен круговой подиум. And for the French version, the round podium was prepared. И герои индийского эпоса свободно перемещались вокруг зрителя на фоне этих скал. And the characters of Indian epic poem, they very freely, without any obstacles, they were moved around the spectators. И место придавало неимоверную мощь и силу происходящему. And the place itself, it conferred enormous power to all things which were taking place there. С помощью света создавались неимоверные спецэффекты на, собственно, живой фактуре. The light effects were enormous by means of this technological light. И это все, конечно, работало именно на общее ощущение, да, на какой-то глубины и вот этой мистики исходного материала самой священных. You see, and this really gave enormously powerful impetus to assume everything what is mystic in that ancient Indian epic up to the whole hog. Да, и специфический спектакль часто вдохновляется именно местом. And sometimes such plays, they are inspired and inspire everything, the whole space and audience through its whereabouts. Другой пример, на мой взгляд, очень удачный. Это недавняя постановка, она происходила в городе Выкса. Это Россия, в России. So the recent one, also very impressive. This took place recently in Russia. Называется она «Страсти по Мартену». The Passions on Martin. Мартен – это известный деятель в области металлургической промышленности. Oh, yes, a very well-known father of the Martin furnace in metalworking.
И хореограф, вообще создатели, выбрали заброшенный огромный цех, мартеновский цех. And experts on dances, they selected the just abandoned space where formerly this Martin furnace was placed. И вместе с перформерами они создали некое пластическое произведение, которое пластическое, аудиопластическое, наверное, скажем так. And along with performers, they set up a sort of audio plastic performance, audio plastic play. Которое воспроизводило художественным языком жизнь этого завода в то время, когда это было действующее предприятие. And this revived the life of this plant during then times when it manufactured steel and all these goods. Зритель размещался на галереях и видел все происходящее с верхней точки. Spectators were placed on the galleries and saw everything from the above. И постановщики использовали только те материалы, которые действительно были на заводе. Они извлекали звук из агрегатов, из машин. And performers, they used only those materials or those devices which had been there, only there, and they produced sounds and some other effects, various devices, tools, etc. И, конечно же, воздействие места так бы не сработало, если бы это была просто театральная постановка. And of course, they would not have the same impression, and the place won't be so impressive if they used just ordinary theater. Несколько фотографий. Значит, что касается променад театра, покажу тоже несколько своих любимых работ. Some pieces concerning promenade theater. Вообще, смотрите, вроде бы у нас лекция, я забыла сказать в самом начале. Если есть вопросы, задавайте их сразу, да, к сожалению, вот сейчас тоже не очень By the way, if you have questions, just ask them impromptu immediately. Конечно, не хочется, чтобы я была радио, я вас не вижу, я как будто сейчас вообще See, в том зале что-то a lecturer feels just a radio set. She sees nobody. У меня просто вопрос вообще, есть ли опыт в Грузии, я уже перехожу в формат разговора, есть ли в Грузии вот именно променад, опыт или сайт-специфик? So, do you have in Georgia the experience, have we ever dealt with promenade theater or side theater? Or it's all Greek to us? Yeah, exactly. Super, super. Okay, let's try out. Давайте, да, русский. Русский. По-русски. Просто возникло ощущение, возможно, я рассказываю то, о чем уже очень хорошо знаете и тоже практикуете. Римини Протокол – это фантастическая команда. Rimini Protocol, it's fantastic team. Это город Римини, да? Римини Протокол, да. На самом деле познакомились эти ребята, Хельгард Хаук, Стефан Каегин и Льва Целяне познакомились в Гиссенском университете в Германии. These people, all these three people, they met each other in Germany at Hessen University. Ага. Они были. Супер. Проект. Какой проект? Remote, no? Remote Tbilisi? Which project? I don't remember. Okay. Oh, супер. И с 2002 года они выступают под именем Римини Протокол, хотя делают периодически в разных комбинациях. So since 2002 they are performing under the name of Rimini Protocol from time to time at various places. Их хит – это Remote X. X – это город, какая-либо столица или просто крупный город какой-либо страны. Their hit is Remote X. X just so-called some city or capital of one of the countries, very tentative place. И я первый раз видела спектакль тоже
фестивале, это был ремонт Авиньон. So at first I saw this play in Avignon again. It was renowned Avignon. Достаточно нестандартное существование как зрителя, потому что вы встречаетесь на кладбище. It's very, very unstandard situation, the existence of spectators, because people meet each other in the cemetery. Администратор выдает вам наушники. Administrator disseminates earphones. И в команде 50 человек вы, по сути, ходите по городу. And within being the member of the 50-man strong team, you are wandering around the town. В наушниках вы слышите Google голос. In earphones you see Google Voice, который, по сути, навигирует ваше мышление, ваши мысли. It leads your psyche, your thinking, your concealment. Например, сначала Google голос с вами знакомится, представляется и говорит: выберите себе, например, могилу, которая вам нравится. Для себя или Да, для себя. Подумайте, что будет через 100 лет с вами. So at first this voice introduces itself and then asks and just advises to select a tomb for you, just not to protect you, but 100 years later, maybe you will need it. И далее вы начинаете интервенцию в город, в городское пространство. Then you intervene in the urban area. И по сути то, что происходит с вами, это просто фокусирование вашего внимания в совершенно привычном для вас городе. So what happens with you? You just centered your attention on very ordinary things which always take place in the city. То есть это тот случай, когда театр происходит только у вас в голове, это всегда только ваш театр. So this is just only your own theater. Theater is restricted by your awareness. Theater is within your brains. Вы заходите в храм, сидите на ступеньках, смотрите просто на проезжающие машины. You are entering temples, churches, sitting on the staircases, looking at the moving automobile cars. Ходите в метро. Enter metro. И сценографией становится для этого весь город. И что? Весь город становится сценографией для вас. And the whole town just is converted into scenography for you. Эффект наушников – это такой очень интересный эффект. С одной стороны, вы вроде бы в группе, а с другой стороны, это такое общественное единение получается. And earphones, they set up very interesting situation. On the one hand, you are within the group, within the team, and at the same time, you are very, very pleased in a very pleasant social isolation. И безумно интересно быть людьми из вашей группы, потому что очень многие, конечно, идут сначала себя скованно. And it's very stupendous. From the very beginning, some people, they are restricted and deterred somehow. А потом голос через какой-то момент предлагает вам проверить границы вашей свободы. And then voice just advises you to check and to verify the boundaries of your freedom. Например, он предлагает достать все, что угодно из вашей сумочки, первой попавшейся, и пройти с демонстрации, выкрикивая какой-то безумный текст. И что сделать? Пройти с демонстрации, выкрикивая какой-то безумный Да, с этим предметом, извлечен. And this voice suggests you to take out an item, whatever you like, from your purse or from your bag, and to demonstrate it walking and chanting and shouting very maybe stupid slogans. Или, например, когда вы едете спускаясь в метро на эскалаторы. And if you are and when you are on escalators and going downside, вам предлагают станцевать балет, несколько балетных па, и, конечно же, в этот момент зрителями становитесь не вы, а люди, которые едут на соседних эскалаторах. So it suggests you to make some ballet pas, and of course not you but others are spectators. Этот, на самом деле, спектакль невозможно рассказать, я рассказываю какие-то факты, но впечатление, которое он производит, ни с чем не сравнимо по силе эффекта.
Effect is really enormous. It cannot be compared with anything. It's impossible even to tell. I'm just couching here some facts. При том, что средства выразительные — это исключительно наушники и специальная бинуральная запись. Some records, earphones, and very, how to say, manifesting tools. Эта бинуральная запись дает вам эффект невероятного присутствия. Например, у вас есть ощущение, что рядом проехала повозка с конями. And effect is enormous. Sometimes you feel that the cart with the yoke and horses just carried beside you. И реальность как будто расслаивается вообще, знаете, во времени и в пространстве. And reality is sectioned in time and space. И при этом это документальный, разумеется, театр, но не имеющий никакой связи с туристическими прогулками, экскурсиями. It's a sort of documentary theater, but at the same time it has no ties with real promenade or some tourist tour, sightseeing and so on. И команда времени, прежде чем делать свой проект, они долго изучают город и делают адаптацию для каждого места. And before they stage this play, so-called play, this Rimini team learns out profoundly the whole town and try to adapt to separate sections, to separate boroughs. Например, в Индии пешеходу очень сложно пересечь дорогу, и возникала очень долгая пауза в одном месте спектакля, где это невозможно было сделать на протяжении десяток минут. For instance, For instance, in India, it's pretty difficult to pedestrians to cross the just street, and sometimes they need dozen minutes in order to wait to such occasion. И они это тоже интегрировали в свой спектакль как тему того, что человек в Индии уступает технике машин. And these integrated this fact and this piece into their play, stressing and showing that in India, pedestrian, person, human, it's subjected to technology, to automobile cars. Очень здорово, что ребята еще придумали делать какой-то тег в реальности, когда все фотографируются, зрители фотографируют себя в зеркале обзора, городского обзора. They also set up a tag when people, they shoot photos of themselves. И проходит время, ты случайно отвлекаешься на телефоне на эту фотографию. And when some time later, when incidentally you come across with this photo in your telephone, прямо на физическом уровне вспоминаешь этот опыт. Yes, and you immediately recollect everything, even this trampling of the feet. Самое интересное для меня, что я посмотрела этот спектакль еще в Петербурге и в Москве. The most interesting for me was that I saw that place in St. Petersburg and Moscow. В каждом городе совершенно уникальное ощущение, и даже в Москве действительно я как бы переоткрыла для себя городское пространство. And each city environment creates its own feelings. And in Moscow, for instance, I have discovered anew the whole city and the city space, city environment. Также Римини не используют актеров принципиально, да, именно они не используют актеров, это характерная эта черта. Their distinguishing element is that they do not use principally, they repulse actors. И для другого проекта своего Lagos Business Angels они телепортировали людей из Нигерии. So for the next project, Lagos Business Angels, Lagos, the capital of Nigeria, or former capital, and they, hired people from Nigeria. Структура спектакля, что вы ходите как будто бы по такой ярмарке от одного павильона до другого. What the structure of this play? You are wandering around the the space from one pavilion on another. В каждом вас встречает представитель определенной профессии. Вот, например, человек, который чинит автомобиль. And throughout these fair pavilions, at each pavilion, you are met by the expert and representative of each field. For instance, he is an expert and represents automobile cars. И они просто рассказывают историю своей жизни, эти волонтеры, эти телепортированные люди. So they are volunteers and they just tell you their own stories, private stories.
Not very private, of course. Есть версия просто по финансовым исследованиям, журналам, что в 2050 году Нигерия войдет в десятку самых сильных экономических стран. And there are predictions, calculations by various business magazines that by 2050 Nigeria will become one of the greatest economies of the world. Сейчас про Нигерию мало кто из нас вот так вот знает, поэтому по сути их проект еще не официально только 8-го. У меня студенты из Нигерии. Здесь у нас Да, вот как интересно. Тогда вы I have Nigerian students. I deliver them lectures on Georgian history. Очень интересно. So it's promising. Это уже перепадет что-нибудь от них, да, богатых? Да. Maybe today Nigeria is not well known, but soon it will become the starring one. Ну да, и этот тип театра, конечно, тоже воздействует на тебя каким-то особенным образом, потому что тебя, по сути, тебе дают паузу и как бы время для того, чтобы просто прикоснуться с миром, который на самом деле тебя даже, наверное, не интересует. And this gives you opportunity to touch and a sort of pause to touch and to deal with the world, which actually is out of your interest. И в целом это получается ощущение углубления миром. And you are enhancing in the universe, in the world. Это еще один недавний эксперимент, проект Cargo Moscow, Cargo X. One of their new projects, Cargo Moscow. Тоже имеет документальную основу, потому что рассказывает о жизни дальнобойщиков. So it also has a real background because it tells us about the life and activity of those ones who are dealing with haulage. Зрительный ряд мобильный, находится внутри, соответственно, фуры. And the spectators are within this train, within the car, let's say so. И одна из стен этой фуры прозрачным стеклом. And one of the walls of this car is clear, transparent. В Москве эта машина передвигается по большому радиусу вокруг Москвы, по МКАД, окружная дорога. And in Moscow, it encircles the city, it circumnavigates the capital. Да, и по сути сценография, которую видят зрители, выглядит вот так вот, это промышленные районы. It's the industrial borough of Moscow, it's a sort of scenography. Актерами, соответственно, выступают два дальнобойщика, которые сидят в этот момент в машине и рассказывают тоже свои истории. And these haulage drivers, they are actors and they are couching their own stories while that moment. Погружает в свой мир, когда машина для вас становится поистине домом. And for you, this car, this lorry, becomes your own home. Ну, например, что в рейс вы покупаете 18 бутылок водки и там, 15 килограммов мяса. For instance, you are aware about purchasing of 15 liters of vodka and 18 kilos of meat. Рассказывают о невероятных приключениях во время пути. And they tell about their fantastic adventures on their way. И в это время зрители, помимо того, что происходит за стеклом, еще видят экраны, да, идет трансляция, собственно, героев наших на экране. And so they have two shows, they see two things, spectators, what takes place just out of this transparent wall, and also they see and hear the drivers, haulagers themselves. Что в целом отрадно, по-моему, спрашивали про популярность, популяризацию вообще театра. Разумеется, повторюсь, эти проекты, конечно же, являются такими аттракционами для простых нетеатральных зрителей. So this is a sort of attractions for an ordinary spectators. Но, с другой стороны, это отличный повод для того, чтобы подумать и вскрыть для себя какие-то новые пласты реальности. At the same time is a very good opportunity to discover new layers of reality. Следующий проект, о котором я расскажу чуть подробнее, это «Пиковая дама». The Queen of Spades. Художником этого проекта была я, поэтому немного могу рассказать про опыт, да, так как тут много Our lecturer, she was a painter of this project.
therefore she can tell us a lot of. Я уже показывала панч-дранк и говорила о том, что это пространство не должно быть швов, где ты должен попадать в такой герметичный мир и забывать о реальности. You need a sort of hermetic space without any stitches. Формат этой постановки, он близок, но здесь актер существует не драматургически, не документально. You say actor does not exist here from the dramaturgical point of view, dramatic point of view. Да, а здесь речь идет о променаде музыкальном, то есть это оперные артисты. These are opera actors. Что само по себе, конечно, подразумевает условное существование, очень определенное существование специфическое. So their existence is very, very tentative. И для артистов этого проекта, для исполнителей, конечно, был такой момент ломки, барьера. Of course, they felt and they had some tentative obstacles and hurdles on their way, which had to be overcome. Потому что есть некая традиция оперного театра, когда ты имеешь дистанцию. Opera house and opera place, they have some traditions of distance, of space. И когда мы как сценографы решаем это пространство, мы мыслим очень большими объемами, пятнами, массами. And therefore, through this, we always have in our concept very, very huge space and a lot of people. Здесь, конечно, такой возможности нету, и артист мог сидеть прямо буквально на коленях у пиковой дамы. And here we had no such an opportunity, and artist, she could sit just very, very tightly to this Queen of Spades. И технический момент, техническая сложность была того, что это опера, а при этом постановка происходила на 2 этажах. And what was technologically difficult? It's an opera. At the same time, it was performed on 2 stages. Соответственно, оркестр прям настоящий, дополненный, симфонический располагался на 1 этаже. So, symphonic orchestra, it was placed on the first floor. И у нас было 2 дирижера. Один дирижер, который прогуливался вместе со зрителями. We have 2 conductors. One was again wandering around with spectators. И помогал, координировал солистов. And he assisted to coordinate the singers. Дирижер, который все время оставался с оркестром. And conductor who was in charge of orchestra. И вот огромное количество технических накладок на первых прогонах было связано именно с наличием живого оркестра, живой музыки. And this dealt with and this caused a lot of deficiencies and shortcomings while first rehearsals. Что-то мне тут случилось с картинками. Значит, тут тоже проект имеет свою специфическую основу, потому что он происходил в особняке Гончарова-Филипповых. Here this project has also its distinguished element because it took place in the apartment of the Гончаров-Филипповs. И, понятно, Александр Пушкин – это автор «Пиковой дамы», материала, его дед владел этим особняком. And of course, Pushkin's great Alexander Pushkin's grandfather from mother's side, Mr. Goncharov, he was the owner of this apartment. И при выборе особняка для этой постановки меня поразил тот факт, что дед как раз Пушкина проиграл этот особняк в карты. And what was the most amazing for our lecture that Pushkin's grandfather, he lost this apartment while in gambling. Таким образом, реальность и вымысел совместились в одной точке. So reality, really, various points or various pieces of reality met each other. Вот таким образом особняк после реновации выглядел внутри, что, конечно, мне играло на руку. This was an interior after its remodeling, and really it placed cards in my own hands. И, с одной стороны, был большой бонус в том, что пространство уже само себе подсказывало. What was preponderance? The space of interior, it prompted itself. Но в плане профессиональном были сложности, потому что ничего нельзя, разумеется, крепить стены, у тебя нет никаких специальных штанкетов. But what was professional difficult is that there were no props, nothing could be fastened to the walls, etc. И моя задача была именно наполнить пространство, помогающее, атмосферу
атмосферу, выгрузить ручку атмосферы до максимума. То есть выжать из нее. So what was my task? Just to make most of the whole interior. Простите, но что-то с презентацией периодически линия протокол напоминает о себе. Yes, Rimini again resembles itself, overshadows us. Вектор именно визуальный, концептуальный. Я выбрала отсылку к сюрреализму и голландской живописи 17 веков. So I took to surrealistic and Dutch painting of the 17th century. This was my main vector. Я огромное удовольствие получила от работы с деталями, то есть это была такая работа кинохудожника больше. Details really pleased me enormously. It was the work of the cinema movie painter. Также были задачи, связанные со светом. Also, there were tasks must be solved dealing with light. Например, совершенно точно рождался образ проходящих мистических лучей через окна. So you see the image of sun rays piercing, boring the window. Но понятно, что никаких карманов у тебя нету, и у тебя есть только пространство до стекла. Собственно, ты даже не можешь выйти, как в киноработе. You cannot act while movie manufacturing. You have just only window. You cannot go outside, and nothing can be, for instance, stored somewhere in some pockets. Также в классической постановке вязался мотив именно интерактива со зрителем, а именно, когда зритель приходит, мы посвящаем его масонству. So interactivity with spectators. When spectator comes, we just entitle him and enter him in the order of Freemasons. И он попадает внезапно на заседание масонской ложи, он приходит закрытым. So he comes with the blinded eyes, and he finds himself at the lodgement of the Freemasons. И тема связи Пушкина и масонской ложи здесь открывается прямо на его глазах, это все рождается. Everything just engendered in front of him, the topic of Pushkin, these Freemasons, lodgement, and so on. Что касается персонажей, мы остались именно в классическом формате. Concerning characters, we stayed in classic format. Classic format. Я использовала очень простые ходы для того, чтобы намекнуть на мистическую составляющую материала. Of course, there are very simple steps to be made in order to make hint on the content itself and all material which is composed. Например, зеркальная столешница, которая давала вот этот эффект раздвоения, как в картах. This duality, which was caused by this mirror background. Из-за ограничения часто возникает идея, здесь возникло новое решение именно используя мультимедиа технологии, именно используем мультимедиа. And we decided to use, being restricted in some fields, we decided to use multimedia. Ничего, бывает. Извините. Еще. Прощаем великодушно. Как-то очень странно какой-то. Например, одна из сцен Scenographer происходит в такой картинной галерее. The art gallery place was to the gambling, one of the scenes. И изначально ты ничего не подозреваешь, но вдруг через какой-то момент зритель замечает, что эти персонажи на портретах, они переглядываются, кто-то подмигивает. Это такой мини-эффект. Some mini effect. The participants, these gamblers, they saw, and suddenly they discovered that all these characters from the paintings, portraits, they are making some signs and so on. Также режиссер очень хотел мистификацию решить именно за счет будущего. То есть он хотел провести линию между историческим временем создания произведения и как бы даже чуть зайти в будущее, да, использование всех. So he and director wanted to correlate
and use two times to space, time space intermittently, the time of creating of that poem, and also he wanted just to make some province of the future. Что касается голландских натюрмортов, да, например, мы вели еще тему водокукол. Dutch still life, we even drew the dummies, the toys. Некоторые персонажи, они как невидимые призраки существовали в сценах, такое эмерджентное существование, то есть связано с ними. So some characters, they were like ghosts. It was some emergent existence. Сама пиковая дама была тесно связана с паутиной, с ощущением такой ловушки. And the Queen of the Spades herself, she was tied with web. It was like trap. She had some idea of a trap in order to catch the victim. И у нас мальчик, это пиковая дама, извините. Yes. Случилось. Something took place. Был такой персонаж, как огромный паук. And Spider, one of the characters, the gigantic spider. Да, и она в какой-то момент должна была появляться из-под стола. И гигантский паук, этот паук метров. And this giant spider, it appears out under the table, comes out И как раз долго думали, да, какой-то механики для решения, но решили, что биоарт здесь более уместен. So we first wanted to take to some mechanics, but then we inclined to the bioart. Но потом мы столкнулись с реальностью, потому что выяснилось, что собака стоит гораздо дороже, чем солист. So we first собака дороже, да? We were first wanted to use dog, but then we have discovered that this solo player is less expensive, is cheaper rather than dog. Ну и поэтому потом, в общем, паук исчез из нашего спектакля. And therefore, finally, this gigantic spider disappeared. Также мне очень нравится, когда существуют общие планы, да, хотелось на всю эту историю взглянуть с высоты. I like also the existence of the general plans when everything can be launched from the above. Поэтому в одной из комнат ты просто терялся в пространстве, попадал в бесконечную зеркальную комнату, в центре стоял макет прозрачный, один в один архитектуры этого особняка. So therefore, there was one space, one room, just covered with mirrors, and in the center there was a transparent model of that very Goncharov's apartment. И там мы могли найти фигурки Лизы и пиковой дамы, всех персонажей. So you could find there poor Lisa and so on. И да, это создавало очень масштабы. И, конечно, если вообще говорить о визуальном языке этого произведения, это больше инсталляционный подход. Какой? Инсталляционный. So yes, and it's here we have more installating approach. По сути, все, что говорится о site-specific и о променаде, как правило, мы говорим о тотальной инсталляции. So what we speak about site effect, about site promenade, about promenade theater and site theater, here we have total installation. Да, вот еще говоря, видео очень сильно помогло именно в использовании смене да, фонов, создании каких-то динамичных объектов, типа таких часов. So the background was changed just permanently, this huge clock and so on. И при определенной настройке возможно создать текстуру без дополнительное ощущение, да, убрать вот это ощущение именно проекции, а создать ощущение фактуры. So you can even deprive the space from texture and set up the image of the space environment itself. Ну да, здесь можно говорить о технологии видеомейпинга, наверняка уже все об этом знают и слышали. Everybody knows here the technology of video mapping. Но сейчас это перестает быть, к счастью, таким фокусом, просто эффектом. Fortunately, it ceased to be focal point, it's just an effect. А можно это уже углублять и осознанно этот инструмент использовать. И здесь я использовала его нарочито в сцене церкви.
Это что-то очень эфемерное, и ты видишь, что это прям видео. It's very ephemeric, it's the interior of the church, it looks like video. Которое внезапно просто сворачивается, да, и ты опять оказываешься в масонской комнате. So it's unexpectedly, it's wrapped, and you find yourself in the Freemasons' room. Таким образом, технология мне просто помогает работать на общее дело. That technology helps you and works in overall success. Значит, про сложности, если еще говорить. Now, if we speak about difficulties, about obstacles, Что как раз отсутствие деталей, отсутствие дистанции, отсутствие пространства не позволило сделать несколько объектов мне важно. several important objects could not be set up through the lack and absence of space. Например, в финале пиковая дама должна была появляться таким образом, что сначала появляются гигантские лапы паука. Сначала что? Паука, гигантские лапы паука. For instance, the final piece, the Queen of the Spades, would appear just the first, the image of huge legs of the spider. Но мы шутим в России, мы шутим с коллегами о том, что русский театр — это театр low-tech, это театр суперпростых технологий. In Russia, we are joking with colleagues that the Russian theater is a low-tech theater. Super technologies. Когда привезли тестовую нового паука, она раскрывалась такими резкими стадиями. And when we brought the testing leg of the spider, it was opening through some harsh thrusts. Что стало очевидно, что зритель будет смотреть только на этот технический провал. And it looked like that spectator will turn this technical breakdown, this bust, into a focal point. Потому что он стоит в метре от этой ноги. Очень близко потому что стоит. Because they are very close to this leg, spider's leg. И мы все это отменили. And we just abolished this idea. Еще одно достаточно интересное экспериментальное направление One very interesting trend. Это когда театр делит территорию с кино. This is that very moment when theater shares the space with movie. У меня был опыт работы, это была постановка в нестандартном пространстве, это была телестудия. I had an experience of working and making play in non-standard space. И, по сути, было две точки зрения на спектакль. Зрителя внутри студии и телезрителя со своим компьютером дома. And there were dual opinion about this play. The spectator within the studio and spectator outside who was viewing through via computer. При этом это действующая компания «Дождь», которая при этом выпускала программы, параллельно с нашим спектаклем работали инженеры, видеорежиссеры. We were supplied by engineers and others by this company which was assisting us. И в спектакле было вовлечено несколько операторов, звукорежиссер, который тут же делал монтаж в режиме реального времени, и в прямом эфире транслировалось то, что снимали So it was live, and several cameramen also were accompanying us, and many sound operators, etc. Площадка выглядела подобным образом, я показывала, был еще телефон, который мы тоже решили использовать. So this was the playground. Вот здесь видно, да, что все логично располагались по кругу, в стеклянных переговорках, в звуковых студиях и так далее. So everything was placed within the glass studios, glass sections. И по сути я тут выступал не как сценограф, а больше как художник кино. And even I for one was more the movie painter rather than theater scenography expert. Потому что моя задача была сделать доподлинную картинку именно для телезрителя. Because my main task was to set up enormously very genuine picture for TV screen spectators. И артист, который находился в студии,
студии как раз ему хотелось максимально приоткрыть швы, да, чтобы он видел, как это происходит, и вот эти все даже смешные моменты были ему очевидны. And for those ones who were inside studio, for them, on the contrary, it was the most important and crucial to see all stitches in order to have all fun. Специфика проекта такова, что у нас было две раскадровки. Одна раскадровка для зрителя внутри и одна для кинозрителя. We had two cadre issues, one for inside spectators, other for these computer viewers. И для всех общих планов, потому что это было опять же в режиме реального времени, мы сделали макеты. And for all plans we set up real models. Которые очень тоже убедительно выглядели на кинопленке. And on the band they looked in a very good way, very proving way. И вот таким образом это выглядело в студии, да, например, это сцена кухни, перед ним мы видим оператора, сверху мы видим кинокадр. Here they scene interior of the kitchen, and beyond you see how it looks in the movie. Решение тут было оправдано, потому что это современная пьеса, которая рассказывает именно о эфемерности, искусственности наших взглядов и наших мыслей. It's a modern, current play, and it shows the artificial character of our approaches or our values. О каких-то ментальных ограничениях наших шоров, да? And of some maybe mental restrictions of our own. И поэтому моя задача была максимально как раз вот показывать, как это выглядит на самом деле для зрителя внутри. And how it looks is the main task, to show how it looks for the spectator from the inside. Ну вот, например, тоже вертикальная кровать, да, совершенно не было смысла мне делать ее горизонтальной, так как для кинокадра совершенно убедительно просто. Vertical bed, there was no sense to make this bed horizontal. Совершенно не обязательно делать одеяло до пяток. Что? Одеяло до пяток, потому что это отрежет you say it's there is no sense to cover blanket the fit inclusive. Ну еще специфика. It will be cut. Специфика тоже такого спектакля, что у тебя очень мало времени на монтаж, вообще на обживание пространства, потому что действующее пространство, действующая студия. You lack time here of enormous time pressure in order to compile everything. Ну и все, что связано с техникой, как мы знаем, оно очень ненадежно, это 50 на 50. And you know, technology is not reliable, it's 50-50 reliability. Да, экран, вот у нас так вот с ним были накладки. В общем, изображение идеально должно быть, там есть внутренняя история сериала про таких монстров, и сзади должен был подкладываться фон. So it was pretty difficult to set up background of these monsters, and actually there were shortcomings too. Известный режиссер Кэти Митчелл, наверняка многие знают, да, работает тоже на синтезе кино и спектакля. This well-known director, Katie Mitchell, who works just in the field of the synthesis of theatre and cinema. Но у нее в одном и том же пространстве происходит кинопоказ и спектакль. She demonstrates both scene and movie in one space. Вот, например, известная работа Фролин Жюли. One of her well-known works. Где возникает... Фролин Жюли. Да, Фролин Жюли еще называется. Эффект возникает именно разной приближенности к истории. Ты сам можешь выбрать, если ты смотришь внизу, на нижнюю часть, ты видишь просто вагон, и там какие-то марионетки, манекены живут своей жизнью. So below the car, train car, and some dummies, they are maintaining their own life, very isolated existence. А экран наверху дает тебе именно личный контакт с персонажем, ты начинаешь эмпатировать и как бы проникаться. And beyond, above, you have very personal contact with the character, and the empathy comes. You become emphatic. Также характерно, что театр, опять же, вот я уже говорю, что часто происходят перформансы без участия
именно профессиональных артистов или артисты именно выступают вне драматического существования. Sometimes it takes place that there are no actors, there are no professional actors, and they do not exist in this drama space. И Хайнер Гёббельс ярчайший представитель, инноватор и философ. This Mr. Goebbels, he's innovator and philosopher of this field, of this trend. Я видела на карточке дорогой Памелы, что у меня был слайд с Хайнером Гёббельсом, но, к сожалению, я не слышала, что он, например, рассказывал. I saw on Pamela's card the image of this Mr. Goebbels. Regrettably, I did not hear what she said about him. Вы все с удовольствием, я думаю, послушали бы. Of course, we should listen with great pleasure. Поговорим. Да, поговорим. Характерно еще сейчас для театра, да, что приходят в профессию люди из смежных творческих реалий. Например, Гёббельс изначально композитор. What's an interesting thing that in this field people come from a sort of neighborhood professions. This man, Goebbels, he was formerly composer. И, собственно, его шедевр, его программная вещь называется «Штифтером». So his masterpiece is called this shifter, yes? Shifter things. Пространство выглядит таким образом. Это 3 резервуара с водой. The space is presented by 3 reservoirs, 3 tanks with water. И в глубине пирамида из фортепиано. And in the depths, the pyramid made from piano. И существует жизнь именно интерактивная в плане материи. Например, вода в какой-то момент бурлит, или мы видим туман, который наполняет. So fog, interactivity, and so on. И, соответственно, жизнь, аудиодорожка. And audio way, audio road, and audio life. Получается, что Гёббельс создает аудиовизуальный ландшафт, который каждый, опять же, воспринимает в меру своей продвинутости. Свои чего? В меру своей способности, своего бэкграунда, своего настроения. То есть очень индивидуально. He creates space, or he creates world which is assumed individually, just in keeping with the individual abilities and concealment and perception. Да, и сам Хайнер часто в интервью говорит, что он был удивлен, когда мы стали приходить письма с отзывами, что спасибо, вы знаете, там, когда пошел дождь, я услышал Бога, например. And he was amazed with the content of some letters where it was written that when rain starts, I see or I feel God, and so on. То есть, по сути, Хайнер выстраивает визуальную драматургию, да, последовательность смены звуковых и визуальных эффектов, а зритель сам рождает в себе именно свои уникальные ощущения, смыслы, образы и переживания. So he creates audio effects, and spectator creates his own impressions, his passions, emphatics, and so on. То есть Гёббельс работает с объектами в материальном мире и с вашим вниманием, которое просто фокусирует, он создает раму. So he communicates with the real tangible objects, and your perception he makes some frame. И в Москве, например, Хайнер недавно сделал работу тоже без участия артистов. Recently, Hannah, he made one play without actors in Moscow. Это сайт-специфический проект, потому что место для него это затопленный подвал боярских палат в центре Москвы. It's a very specific thing because the whereabouts of a stage, a sort of tentative stage, is the flooded space which belonged to medieval Russian noblemen, the vaults of boyars.
для штистера мы, к сожалению, забыли соединить колонки, поэтому вы все без звука посмотрели, но посмотрите в интернете. Take to internet, you will have sound there, voice there too. Еще, например, театр может существовать вообще вроде бы в театральном пространстве, но зритель вообще лишается вот этой иерархии привычной зрительного зала. The theater, this play can be staged within the theater, but spectator will be deprived from this position of placing somewhere traditional, at a hierarchical place. Например, вот в этом спектакле «Три дня в аду», спектакль про войну, зритель рассаживает его в палатки, в такие вот полевые палатки. For instance, this play 3 days in the hall, and spectators, they are wandering around with the tents, the military tents actually. И во время спектакля происходит погружение именно в дни войны, и все объекты, которые используются, ощущения, в том числе тактильные, вкусовые, все телепортированы, взятые с того времени. And spectator, he's plunged into the war environment and everything, tastes and any other impressions and passions that are taken from the war times. Зрители едят, например, картошку, жареную на огне, чувствуют запах в виде сковородки, стоят на комфорках, чувствуют запах гари. And they eat, for instance, roasted potato, and they smell and feel the scent or the smell of the fire. Это очень такой физический физикал театр, да, где опять же ты воспринимаешь на уровне своих личных ощущений. It's the physical theater, and feelings are of your own. И вообще важно отметить по поводу зрительного зала. Все, что делается, к чему мы привыкли, зрительный зал, который располагается в музыкальных театрах, в сценах итальянской коробки, да, он очень иерархичен, он социально ориентирован. This traditional box, which in general from Italy, Italian fashion, it's socially is very hierarchical. На первых рядах могут сидеть только зажиточные. The first row is occupied by our luminaries and great big lord operators, very wealthy people, top great personalities. И в антракте зрители даже пытаются сесть поближе, даже, может быть, во время представления, если освобождается место. Это как бы такое продвижение к какому-то успеху, да? And while play or while, for instance, timeouts, other spectators or lower origin, social origins, they try to come closer to them. It's a sort of ladder above and ladder ahead. А когда вы начинаете развивать идею горизонтальной иерархии, хаотичного зрительного зала, расположенного нетрадиционно, да, вот так вот возвышающийся. Амфитеатр. And when you, instead of this amphitheater, you take to horizontal whereabouts, horizontal placing. Вы сразу ощутимо меняете ситуацию восприятия. Immediately you change the situation of perception. Иногда сидеть дальше, например, гораздо выгоднее, ты видишь полную картину, чем сидеть, например, около артиста. And it's better to see the whole picture. Вообще ты не всегда понимаешь, где этот самый центр. And it's even difficult to understand where this center, so-called center, is. И, конечно, нет же вот этого ощущения небожителей, что артисты играют где-то на сцене, ты все-таки все равно, даже на виду ты ниже, ты как бы только пассивно внимаешь. And you are not submissive, you are not passive, and you are not just looking at some supreme creatures. Да, ты становишься активным соучастником, создателем. You are very active and you participate in creation. Есть очень хорошая книжка, это вот для студентов больше, Эрика Фихтер Ришер. There is a very good book by Erika Fichter. Называется «Эстетика перформативности». It's the aesthetics of performativity. Очень рекомендую. I highly recommend this book to you. Оставляет много размышлений. Because it just leaves you enormously wide space for thinking and consideration. Ну и мое любимое направление, она на самом деле уже
сложно идентифицируемо как театральное действие. And my beloved trend, maybe it's pretty difficult to identify as the theatrical. Так как я занимаюсь экспериментальным театром, я очень много посещаю фестивалей смежных областей, в том числе мультимедийных фестивалей. Being theatrical, just expert, I attend numerous neighboring fields, particularly multimedia field. Эту работу Deep Web, компания творческого союза Deep Web, я увидела в Берлине, это был фестиваль CTM. So it was CTM Festival in Berlin. И в каком-то степени она называется инсталляция, но эта инсталляция развивается и в пространстве, и во времени, и у меня было полное ощущение визуального проведения через этот спектакль. So I got through, in my imagination, I got through this play because it's visuality through space and time. This is that very case when you have no actors. Just only visual tag is light. And at the same time, this light acts very well simultaneously with sound. And within the half an hour you find yourself in the space which is full of some changes. The enormous freedom of perception. I felt tornado, thunderbolt, and so on. Although it was quite space, but I felt wind. These were, or this was, the various interpreting of various stories, very individual ones. Yes. This is that very case when you, an author, you set up the story for yourself. Technically and technologically, it's nice. It's really, how to say, great. Father is nervous a little bit. Cheers to father. This person is composer and painter. Всю эту историю они придумывали, у них, по-моему, 7-15, сколько это получится, много шаров на индивидуальных подвесах. They had 15 balloons which were hanged individually. И все это синхронизировано с лазерными проекторами. And everything was synchronized with the laser projectors. И таким образом сценографию своей сцены они придумывают сначала, визуализируя это все с помощью программы в компьютере. So scenography is prepared by means of the projection and preparing in computer. Таким образом получается, что виртуализация создания спектакля, перформанс. So virtualization of the play performance. Еще один пример. One more example Генеративные графики. Is the generative graphics. Тут действительно есть сцена. Here's the scene. Но особенность этой работы в том, что создается среда, и источником для создания этой среды служит перформер. Performer is the source of making of this environment. По сути, перформер стоит сценографии. Что?
перформер создает сценографию. And this performer makes scenography actually. То есть несколько художников, несколько правил. If, for instance, painter creates several rules, А далее перформеры сами внутри них находят свое существование. and here everything comes to the internal existence. В подобных проектах я замечала, что актеры чувствуют очень большую ответственность. And I noticed that actors, they feel higher, more responsibility. Потому что они действительно в силе управлять вообще пространством в прямом смысле. Because, just directly saying, they are able to manipulate, to manage the space. И подобные проекты, много таких экспериментов сейчас делается, опять же, на площадках совершенно не театральных. And a lot of such experiments take place today on completely non-theatrical grounds. И более того, тенденция доступности технической еще больше подстегивает. And increase the possibility of accessibility to access all these things is underwriting. Ну, да, завтра Ян вот расскажет подробнее вообще проекта, но мы знаем, что есть проекты, которые вмещаются очень в ладони. Tomorrow it will set in detailed way, but now we have everything on our phone. И таким образом, да, используя вот этот подход, перформер может показывать свой перформанс в угодном лифте. And thus this can be showed in elevator whenever performer likes. И заключительный пример. And the concluding example. Он опять же связан с физическим опытом зрителя. Again, it deals with the physical spectator. Пока это на грани именно развлечения, такой игры, то есть для педагогов обычно. It's on the eve of some entertainment yet. Но у меня есть предчувствие, что скоро будут возникать в большом количестве постановки такого характера. But it seems to me that soon we shall have numerous plays of such kind. Это эргоскелеты, в которые надеваются на зрителей в данном случае. All these dresses are put on spectators. А хореограф ставит хореографию для этих эргоскелетов. And for these ones, dances are created by choreographers. Таким образом, получается уже вообще до перевертыш, что хореограф танцует вашим собственным телом. So these choreographies, it dances with and beneath your own body. Что можно подвести какой-то, да, итог. And in order to wrap up, что, конечно, помимо традиционных форм, которые просто необходимы для except of traditional ways, which really are necessary, для сохранения традиций, которые не путаются со штампами, как сказала наверху. and in order to preserve and retain traditions, not to be stamping. Существуют совершенно безумные направления, да, именно доступные нам с вами. There are really very, how to say, crazy trends which are accessible to us. И если справедливо было замечено коллегами, что постановки именно а-ля панч-дранк, они супер ресурсно-затратные в плане финансов, что они очень дорогие. And if, for instance, Punch Drunk is acting or acts through the enormously huge resources, they are gobbling, they are very expensive. Ничего не мешает придумывать очень живые актуальные штуки с использованием простых средств, например, наушников. And nothing, there is no obstacle in the way of making very simple things just using only earphones. И меня все эти формы дико вдохновляют именно из-за доступности, да, если у вас нет, например, возможности поставить интересующий вас материал на большой сцене. And if you have now possibility to create something with that very material which you want on a scene, вы можете собрать наушников и делать спектакль на 10 человек. you can gather earphones and promote to play for 10 persons. В любом месте, в любой ситуации. Wherever and whenever you like.
И здесь очень интересно возникает еще тема меняющейся роли художника-сценографа, который чуть-чуть затронул Полина. And it's very interesting the role of the painter-scenographer, which was dealt somehow, slightly by Pamela. Что вот это строение догматической команды, когда есть режиссер, да, и ты ему, по сути, подчиняешься, вот эта прикладная роль как сценографа, она уходит. And that role, submissive, subordinated role of scenographers who is subjected and submissive to director, it vanishes. Что касается жанров, опять же, размытие границ. And also the extermination of the watersheds, of boundaries. И вообще происходит тотальная разгерметизация театра в мире. And theater is dishermetized throughout the world. Он перестает быть каким-то закрытым, элитарным искусством для избранных лицензий. It ceased to be just very elite and very top-grade, inaccessible field only for experts. И подобные проекты, о которых я говорила, подразумевают очень много игры. And these projects imply a lot of games, playing. Что, конечно, привлекает зрителей. And this attracts spectators. И при этом вы можете выражать свои мысли, да, имея большую аудиторию. And you can also manifest your own opinions. Ну и еще, конечно, огромная тема – это зрительская работа, ответственность зрителя за то, что он видит. And also the responsibility of spectator for that what he sees. Потому что как только у вас нет литературного материала в основе, Because as soon as you have no sort of literary background, literary basement, вы прикладываете большие усилия для того, чтобы интерпретировать, адаптировать для себя. you try a lot of in order to interpret this for yourself. Думаю, мы можем перейти к вопросам, да. Maybe questions, answers. А можно свет, пожалуйста, включить в зале, чтобы я видел лицо? Спасибо большое. Мыши, крысы. У меня есть такой вопрос. Вы говорили про традиционный театр, это итальянский театр, который в коробке находится в буквальном смысле. И думаете ли вы, что вот такого тип, как бы традиционный тип, уже умирает и будущее уже принадлежит такому вот современному театру, который имеет совершенно другие формы и как бы не требует локации одного, не требует то же самого вот этого зрительского иерархии, потому что на самом деле доступность в искусстве, да, чтобы вот обычные, самые обычные люди имели к ним доступ, это тоже очень важно, как бы, да. И вот что вы на это думаете, и потом, когда вы ответите, у меня будет еще один вопрос, естественно. So, are you sure that the traditional theater box, yes, is doomed to the failure and the future irrefutably belongs to these new ways and new techniques and fashions? Второй. Сейчас, давайте ответим, а то мы не закончим. Значит, по поводу умирания театра, традиционной формы в коробке. Мое мнение, конечно же, ничего никуда не умирает. Просто появляется альтернативный язык, скажем, альтернативная зона выражения. Потому что, конечно же, итальянская коробка еще с теми техническими совершенствами, которыми мы можем сейчас пользоваться, иметь удовольствие. Механизация, подвесы, понятно, все инженеры дают колоссальные возможности, опять же, для создания среды, для донесения смыслов. Поэтому, разумеется, это просто параллельные вещи. Of course, nothing great and classic won't die ever. Taking into account the modern technology and modern technical assistances, of course, this will have future development. The new things, they are also already just only alternative ways. Other ways, other techniques of manifestation.
вообще искусства, вот другие вот тоже как бы направления искусства, например, вот в кино, то же самое, что мы говорили про перформативность и про как бы документальные элементы, вот эта тенденция как бы есть и в кино, то есть мешать художественной и документальности. Вот как вы думаете, некоторые вот особенно вот в Грузии есть такие разговоры про эту тему, очень актуально, что вот может документалистика помешать художественному кино, и художественное кино как бы это дает, я думаю, что это дает, как сказать, документалистика дает ему более такой наивной, как сказать, эстетики, может быть, но некоторые думают, что нельзя помешать вот эти вот две направления. Как вы думаете вообще, что характерно для современного искусства и где есть какие-то границы там, чтобы опасаться вот этих границ и не переходить? Так, я уточню, мы про театр или про кино сейчас говорим? Или про современное искусство? Я говорю про искусство в общем смысле, и вот скажите просто, какие тенденции вы замечаете, и можно ли вот этих вот новых когда миксуют как бы новые направления, можно ли где-то вот ошибаться, как бы про риски просто скажите, как вы думаете про это? В современном искусстве возможна ли документалистика? Да. Можно их смешать, объединить. Документалистику и художественное современное искусство. Именно в кино, документалистика и Именно художественный вариант. Очень много, у нас такой пласт. Да, вот Я просто пытаюсь ответить на то, что вы... Покороче. Кратко, сестра таланта. Чехов. Вопрос такой, какие тенденции вы замечаете в современном искусстве, кроме театра? И думаете ли вы, что вот эти вот тенденции могут потом помешать развитию киноискусства? То же самое по-русски. То же самое про документалистику и художественный образ. Это, наверное, такой большой вопрос. Yes, very omnibus question deals with, is it possible to marry art movie and newsreels? And maybe there is some hazardous element, you see, that they will impair each other. And what about, for instance, theater and movie? Can they just be married and so on? Ну давайте. Там карта. Честно говоря, до сих пор это огромные пласты, все, что вы задаете, да, тема дискуссии на несколько суток про тенденции современного искусства, да. Что касается, если я правильно поняла, вот когда я говорю театр документалистики, тут есть два направления. Если мы говорим о визуальном, то я имею в виду, что когда мы работаем в пространстве, не на сцене, да, вот в пространстве, мы нужно создать доподлинный мир, это документалистика определенного плана. Если это телефон, понятно, да, что это не может быть просто кубик, который издалека мне покажет телефоном. А с другой стороны, документалистика в новом театре – это когда я не использую актеров, а телепортирую действительно людей. Я занимаюсь людьми, это социальная такая суть, да, театра. Что касается современного искусства, вы имеете в виду инсталляционно-галерейное, правильно? Тенденций очень много. Единственное, что я могу сказать, что всегда нужно идти от идеи, от концепции, от материала, потому что вот эта документалистика – это только одно из решений, ну, визуально в том числе, да, одна из концепций. Материал очень разный, темы очень разные, поэтому тут очень сложно отвечать. Вторая моя лекция будет ближе к вашему отпросу. 2 часа я буду рассказывать примерно про тенденции современного искусства на примере крупнейшей выставки Пражской квадриеннале PQ 2015, и там мы коснемся всех этих вопросов, которые вы сейчас задаете. Вот. А что там должно умирать? Что-то умирать там должно? Нет, умирать, по-моему, умирать нет. не должно? Что-то мешать? Нет, насчет жизни и смерти вы отметили. Это не умрет. Великое ничто не умирает. Спасибо за вопросы, очень здорово, когда видишь глаза, такие живые и интересующиеся человека вообще. Спасибо. Был проект «Это собирали они 15 человек,
О, супер, спасибо. So Здорово. this Rimini protocol, квартире. they made within the apartment Да-да-да, я читала all про these это. things. О, как интересно. Ну, идите, рассказывайте. This gentleman was one of the coordinators of this event. Вопрос у меня такой. Мы компания, которая часто работает на ивент. То есть с театрального формата переходишь на ивент. Ваши истории очень связаны с ивентами, с перформансами, которые или в рекламе, или в корпоративах, которые или в больших народных гуляниях, можно так сказать. Ну да, в городской среде. Да. Где проходит грань, или эта грань вообще нужна или не нужна? Отличный вопрос. Крайне звучим. Мы говорим, я так понимаю, о грани между игровым квестом и созданием все-таки осознанного перформанса. So the watershed boundary between quest and performance. And where is this boundary? Do we need this boundary at all? Чудесный вопрос, нужно, Brilliant конечно, question. думать. Как я сказала, границы сейчас настолько шаткие, что очень сложно делить одно от другого. Boundaries are very fragile today. Наверное, мой личный критерий, да, когда мы все-таки идем чуть дальше развлечения, когда у тебя остается изменение, вообще мой личный критерий. So my private criterion is when you go beyond, a little bit beyond the amusement, and when you have your own sort of internal feeling. Да, мой личный критерий – это изменение. Случилось ли со мной, как с участником, какое-либо изменение после этого? Have I changed in myself something after this play or this performance, this event, this performance? После этого опыта, да. After this experience, Если это did it change изменение myself, change me? да, то это точно акт искусства, это акт. If this change takes place, it means that this is an art. Ну, я говорила про Римини протокол, да, сильнейшее впечатление, которое со мной годы. For instance, Rimini protocol really impressed enormously. Да, я была на квест-игре, понятно, что мы это изучали все перед созданием променада. I attended while this quest game and we learned about it. Это веселая игра, но после выхода я об этом не вспоминаю. It was a very joyful game, but while when I departed, it was something. Это не работает с моей сущностью. It did not work with my inside, with my core, with self.